Что касается Евразийского экономического союза и того целого букета мероприятий, которые планируются практически уже на следующей неделе, мне кажется, что руководство государств, и не только руководство, а, скажем, и парламентариев приглашать особенно к евразийским интеграционным процессам не надо, поскольку уже все в них разобрались, более или менее приняли решение, где место каждого в этих процессах. И здесь больше вопрос о самих народах, о населении. Что даст народам, сразу заострю, евразийская экономическая интеграция? Кто сегодня в гражданском обществе и тройки России, Белоруссии, Казахстана, которые сегодня создали единое экономическое пространство, и в целом на так называемом евразийском пространстве понимает и поддерживает идею евразийской интеграции. Ну, думаю, что поддерживают, наверное, многие, по крайней мере, с этим знакомятся, но насколько можно судить по интернету, по выступлениям блогеров и так далее, пока в гражданском обществе, в интернет-сообществе, в интернет-пространстве поддерживают эту идею безоговорочно далеко не все. Пока эта идея больше воспринимается как инициатива глав государств, пока еще недостаточно спустившаяся на уровень самого населения. Поэтому для того, чтобы идеи евразийской интеграции, что называется, пришли в народ, мое и моих коллег по комитету глубокое убеждение: необходимо в той системе координат, в которой мы находимся, в России, в Государственной Думе и в Комитете по делам СНГ и связям с отечественниками, просто усиливать эту самую работу, которая идет сегодня, на наш взгляд, недостаточно активно. И что касается программ русского языка и других программ, которые, в частности, развиваются Россотрудничеством, объем, ну, скажем так, недостаточно серьезный. Конечно, сравнивать себя здесь надо, как в спорте, не с кем-то, а с самими собой некоторое время назад, и здесь есть некое движение вперед, но, на наш взгляд, работу с соотечественниками на постсоветском пространстве, да и за его пределами, надо серьезно усиливать. Поэтому в ближайшее время мы с коллегами, надеюсь, что все фракции в составе Государственной Думы поддержат это предложение, намерены подготовить обращение Государственной Думы к президенту Российской Федерации. Точное название мы определим путем межфракционных консультаций, но суть о необходимости резкого усиления работы с соотечественниками. И сюда же, конечно, нужно включить госпрограмму переселения. Работа с соотечественниками, в частности по линии Россотрудничества, направлена на работу с теми, кто находится за пределами России. Работа по госпрограмме переселения нацелена на, то есть здесь, как бы, так сказать, векторы нашей, и не только нашей деятельности, направлены из России в сторону соотечественников. Госпрограмма переселения здесь вектор обратный, и речь идет о возвращении соотечественников в Россию. Здесь, к сожалению, совершенно неудовлетворительные и объемы, и темпы роста. Правда, если сравнивать 2010 год и 2011, если не ошибаюсь, 9 тысяч вернулось и 31 тысяча, наверное, здесь нужно говорить о положительной динамике, но мне кажется, что цифры здесь должны быть во много и много раз больше через 20 лет после распада Советского Союза и через десяток с лишним лет после провозглашения госпрограммы переселения. Мы в нашем комитете планируем сосредоточиться не только на поддержке интеграционных процессов на уровне
руководства государств, на уровне парламентов, но и на том, как эти процессы евразийской интеграции будут или не будут восприниматься на уровне простых людей. То, что нас интересует в плане будущей, если позволите мне так выразиться, евразийской архитектуры, наверное, разработка дальнейшей ее модели, уточнение, а может быть уже и более или менее окончательное, по крайней мере на данном этапе, уточнение будущей евразийской архитектуры, то, чего не удалось добиться на Межгоссовете Евразес 19 марта. Наверное, коллеги хорошо помнят, тогда российская сторона предложила преобразовать Евразес сразу в Евразийский экономический союз, что вызвало резкое неприятие президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева. Он высказался в том плане, что мы только-только входим на стадию ЕЭП, Единого экономического пространства, и вроде бы мы планировали Евразийский союз на 2015 год, и зачем мы забегаем вперед. ЕЭП существует в рамках Евразес, как международной организации. Именно Евразес, созданная в 2000 году, обладает правом международной правосубъектности. И речь идет о том, чтобы преобразовать Евразес в другую международную организацию, которая также будет субъектом международного права. И в качестве таковой российская сторона предложила сразу же Евразийский экономический союз, естественно, имея в виду, что все равно договор о Евразийском экономическом союзе пройдет процедуру страновой ратификации во всех, по крайней мере, 3 странах, которые на сегодня Евразийский экономический союз пытаются создать к 1 января 2015 года. Именно эта дата определена главами России, Белоруссии и Казахстана для вступления договора о Евразийском экономическом союзе в силу. Но, тем не менее, создать сразу Евразийский экономический союз значит повторить, по сути дела, опыт Европейского союза. Давайте вспомним 1991 год, Маастрихтский договор. Тогда формально Европейский союз был создан, но он был создан как некая оболочка, которую только предстояло наполнить содержанием, и наполнение этой оболочки содержанием, первыми кирпичиками, если угодно, было только в 1993 году, когда Европа начала создавать общий рынок, а это как раз наша с вами стадия ЕЭП. Европа попросту тогда заявила, что с этого пути не свернет создание Европейского союза, и, как мы с вами знаем, не свернула. И, на наш взгляд, создавать какую-то промежуточную международную структуру между Евразес и будущим Евразийским экономическим союзом, проводить такую вот полуреорганизацию, как предлагала казахстанская сторона, нерационально. Во-первых, создавать эту структуру всего лишь на 1,5-2 года. Во-вторых, здесь потребуется вносить существенные изменения минимум в 2 крупных и объемных международных договора о Евразес 2000 года и о Евразийской экономической комиссии 2011 года. Потом все эти изменения пропускать через процедуру ратификации в каждой из стран. Ради чего? Можно сразу создать Евразийский экономический союз. Вот об этом шла речь 19 марта. И затем постепенно вкладывать в эту оболочку содержание. И, разумеется, здесь точка невозврата – это вступление в силу будущего договора о Евразийском экономическом союзе. Мы были с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным, председателем Государственной Думы, в Астане несколько недель назад. И, в общем-то, была возможность побеседовать с президентом Казахстана. Позиция Нурсултана Абишевича на сегодня – сохранять Евразес. И возможная реорганизация здесь может быть количественная, дальше с переходом в качество, просто через резкое сокращение департаментов секретариата интеграционного комитета. И, возможно, они после того, как пройдет такое сокращение, если главы государств на саммите поддержат такую позицию, могут переехать в Алма-Ату, и фактически центральной структурой на евразийском пространстве станет Евразийская экономическая комиссия, главой коллегии, которой является Виктор Борисович Христенко.
И дальше будет идти кодификация, которая будет завершена, наверное, Бог даст, к 2014 году. И затем может быть подписан договор о Евразийском экономическом союзе с вступлением в силу 1 января 2015 года. Сожалею, что 19 марта не был подписан договор о реорганизации Евразес и создании Евразийского экономического союза, но теперь реалии 15 мая, реалии неформального саммита государств, это, скорее всего, реорганизация Евразес через, по количественному признаку, как я сказал, через сокращение департаментов секретариата интеграционного комитета. По сути, это тоже реорганизация, и центр тяжести здесь в значительной степени будет перемещен в Алма-Ату, к удовольствию, наверное, казахстанской стороны. Ну, а нам предстоит создавать Евразийский экономический союз и, конечно, его парламентское измерение. По парламентскому измерению, если бы Евразес прекратила свое существование 19 марта и был бы сразу создан Евразийский экономический союз, предполагалось создание, как вариант, названия рабочая, Евразийской межпарламентской ассамблеи. Это некоторые, в каком-то смысле, межпарламентская, наднациональная межпарламентская структура, предтеча, если можно будет заимствовать в православной терминологии такой термин, предтеча будущего Евразийского парламента, полновесного, полнокровного, который будет создан уже, когда Евразийский экономический союз будет действовать. По аналогии с ЕС и Европарламентом. То есть переходничок между МПА и Евразес сегодняшней, сессия, которая откроется 17 мая в Санкт-Петербурге, она сейчас работает, у нас собирается раз в год, МПА и Евразес, и полновесным, полнокровным Евразийским парламентом.